Сегодня центром нашей поездки с друзьями стал город Иерусалим. По дороге мы заехали в деревню Эйн-Керем, территориально относящуюся к Иерусалиму. В это исключительное место, богатое историческим и культурным наследием. Окруженная древними оливковыми рощами, чей возраст достигает 1200 лет, эта деревня привлекает паломников и историков со всего мира. Она известна как место рождения Иоанна Крестителя, фигуры, занимающей центральное место в христианстве, и как место, где Святая Мария встретила Елизавету, что делает ее важным религиозным центром. С архитектурной точки зрения Эйн-Керем представляет собой уникальное собрание религиозных сооружений, начиная от первых церквей, построенных в византийские времена в IV веке. Эти ранние храмы, такие как церковь святого Иоанна Бохарим и церковь Посещения, были впоследствии восстановлены крестоносцами в XII веке. В XIX веке на их фундаменте были построены новые церкви и колокольни, что добавило слои истории и культурного наследия этому месту. Сегодня в Эйн-Керем находится 7 активных церквей и монастырей различных христианских конфессий, каждая из которых украшена в соответствии с ее историческим и культурным контекстом. Кроме того, в подвалах некоторых домов деревни обнаружены древние еврейские ритуальные ванны из времен второго храма, что свидетельствует о многовековой религиозной значимости этой территории. После образования государства Израиль в 1948 году в Эйн-Керем стали переселяться иммигранты из Северной Африки, Йемена, Турции и других регионов. Несмотря на сложности адаптации и жизни в новых условиях, плодородные земли и обильные сады обеспечили новых жителей необходимыми продуктами. Они использовали керосин для отопления и черпали воду из местных родников, что подчеркивает их умение адаптироваться к сложным экономическим условиям. Таким образом, Эйн-Керем продолжает быть живым свидетельством как древней, так и современной истории, символизируя собой смешение культур и традиций. По дороге навстречу нам шел человек. Он сказал, что здесь вход закрыт и нужно обойти и войти с другой стороны. После секундной паузы он развернулся и сказал: «Пойдемте, я открою для вас ворота». Это было проявлением гостеприимства и доброты. Возможно, он испытывал гордость за свое место и радость от возможности поделиться его красотой и историей с другими. Перед нами открылась ухоженная территория Горненского женского монастыря, известного также как Горний монастырь. Основанный в конце XIX века русской православной церковной инициативой, монастырь был построен для укрепления духовных и культурных связей между Россией и Святой Землей. Строительство монастыря стало возможным благодаря щедрой поддержке российских пожертвователей и царской семьи. Архитектурный стиль здания отражает элементы русской православной архитектуры с византийскими мотивами, что создает впечатление вневременности и духовной глубины. Главный храм монастыря украшен изысканными иконами и мозаиками, изготовленными мастерами из России, что придает интерьеру особое торжественное настроение. Со временем монастырь приобрел статус важного религиозного и паломнического центра. Он привлекает верующих со всего мира, желающих прикоснуться к святыням и местам, связанных с жизнью Иоанна Крестителя и других библейских персонажей. Особое место среди святынь занимает чудотворная икона «Непорочное зачатие», которая, по верованиям, обладает исцеляющей силой. Вокруг монастыря создан ухоженный сад, который стал местом уединения и размышления для многих паломников. Сады монастыря также служат местом для проведения религиозных праздников и культурных мероприятий, которые привлекают жителей и туристов, желающих погрузиться в атмосферу духовности и мира. Таким образом, Горецкий женский монастырь в Иерусалиме продолжает быть светочем православной веры и культуры на Святой Земле, объединяя в себе религиозную традицию, культурное наследие и социальную активность. Дорога до старого города заняла около 30 минут. Сначала мы застряли в пробках и немного сбились с пути. Припарковав машину на стоянке в самом центре, мы сразу вышли на оживленную туристическую улицу, а через мост попали в старый город. В старом городе нас встретили узкие мощеные улицы и старинные здания. Атмосфера была насыщена историей и культурой. Мы медленно прогуливались по узким улочкам старого Иерусалима, окруженные шумом и суетой. Вокруг нас были разнообразные торговые лавки, из которых на улицу выходили ароматы специй и свежей выпечки. Время от времени мы проходили под древними каменными арками, которые вели в тенистые закоулки. На каждом шагу нас окружали люди самых разных национальностей и возрастов.
Продавцы предлагали свои товары, от ювелирных украшений до ручной работы, от текстиля, и каждый кричал громче другого, чтобы привлечь внимание. На рынке в центре старого города пульсировала жизнь. Торговцы с улыбками предлагали попробовать фрукты и сладости. Наконец мы вышли к стене плача. Мужская часть была отделена от женской небольшим заборчиком. У самой стены стояли женщины с Торой и усердно молились. Отходить нужно было лицом к стене, не поворачиваясь спиной. Все вокруг было наполнено уважением и тишиной, и каждый шепот звучал особенно тихо. Мужчины тоже молились, иногда покачиваясь в такт своим чтением. Мы вернулись на мостовые. Солнце играло на камнях, создавая мягкий свет в узких переулках. Мы останавливались, чтобы сделать фото. Старый город Иерусалима – это место, где каждый камень дышит историей. Окруженный мощными стенами, он как будто хранит в себе тайны многих веков. Узкие мощеные улочки ведут к древним святыням 3 мировых религий – христианства, ислама и иудаизма. Здесь можно увидеть паломников со всего мира, пришедших помолиться и прикоснуться к святым местам. Череда маленьких кафе предлагает отведать традиционные блюда, такие как фалафель и хумус. Живописные дома со старинными балконами украшены цветами и национальными узорами. Вечерами здесь особенно красиво, когда уличные фонари создают уютное и таинственное освещение. Все это создает атмосферу погружения в другую эпоху. Храм Гроба Господня в Иерусалиме считается одним из самых святых мест для христиан. Он построен в том месте, где по преданию произошло распятие, погребение и воскресение Иисуса Христа. Внутри храма находится кувкулия – небольшая капелла, которая покрывает сам гроб Господень. Стены храма украшены роскошными иконами и мозаиками, которые иллюстрируют библейские сцены из жизни Христа. Посетители могут ощутить особую атмосферу благоговения и мира, находясь в этом месте. Множество паломников со всего мира приходят сюда, чтобы помолиться и прикоснуться к святым реликвиям. Время от времени раздается звон церковных колоколов, добавляя мелодичность местной атмосфере. Гиды рассказывают о богатой истории этого места, показывая древние стены и монументы. Внутри стен города чувствуется спокойствие, несмотря на многолюдность. В старом городе каждый найдет что-то свое, от искусства до духовности. Торговая улица 3 часа назад столь многолюдная уже опустела. Иерусалим не оставляет равнодушным, заставляя возвращаться снова и снова. Это место, где история продолжает жить в каждом камне, в каждой улочке.